Всем привет, с вами Ксюша, и в этом видео я покажу вам технику создания вот такой венецианской штукатурки. Мы подробно разберем тонкости каждого этапа этой творческой работы, и вы сможете легко повторить подобный вариант декора у себя дома. Как мне кажется, он отлично подойдет для создания акцентной стены. Перед началом работы окрашиваем поверхность матовой белой краской. Это я сделала за кадром. Теперь при помощи 120-го абразива убираем шагрень, которая осталась от валика. Плюс нужно избавиться от крупных потеков высохшей краски. Во время работы обязательно используйте респиратор, так как в процессе удаления неровностей образуется достаточно много мелкой пыли. После шлифовки с поверхности обязательно нужно убрать пыль. Делать я это буду при помощи влажной тряпочки. Грунтовать краску не нужно, достаточно ее только протереть. После того, как убрали пыль, можно приступать к нанесению первого слоя венецианской штукатурки. Делать я это буду при помощи широкого и узкого шпателя. Венецианская штукатурка у меня не известковая, а акриловая. Подойдет любой недорогой вариант. Во время этого этапа необходимо использовать хорошее освещение, чтобы вовремя убирать все крупные неровности и не оставлять пропусков. При нанесении белого материала на белую основу такие ошибки очень легко допустить. Для нанесения венецианской штукатурки можно использовать самый простой шпатель шириной сантиметров 25-30. Только его нужно немного доработать. Главное убрать острые углы лезвия, чтобы они не оставляли полос при нанесении. Я обрезала их ножницами по металлу и при помощи 120-й наждачки немного зашлифовала, чтобы они были скругленными и без зазубрин. Поверхность я заполняю не квадратами, а небольшими полосами с горизонтальной направленностью. Нанесла материал толстым слоем и снимаю лишнее. Ничего сложного тут нет. Здесь отвожу венецианскую штукатурку от угла в стороны и хорошо разглаживаю, чтобы получить равномерный тонкий слой, без царапин и наплывов. Если есть возможность применять в такой работе проявочный свет, то он вам очень сильно поможет. Светотеневой рисунок проявит каждый пропуск и мельчайший дефект. Нанесли первый слой венецианской штукатурки и оставляем его полностью высохнуть в течение суток. После этого можем приступить к колеровке. У нас будет 6 цветов. Один из них останется белым, остальные колируем в нужные цвета. Для получения первого я добавляю лимонный и синий колер. Далее тщательно перемешиваю материал, чтобы получить однородный оттенок. Осталось в него добавить черный и фиолетовый, только полностью их размешивать не нужно. Эти два дополнительных колера во время нанесения будут создавать более интересный узор. Главное их не размешать слишком сильно, чтобы основной цвет остался зеленым. Первый цвет готов. Для получения второго цвета добавляю в белую венецианскую штукатурку фиолетовый и синий колер. Таким образом мы получим холодный синий цвет, который прекрасно сочетается с зелеными оттенками. Кроме того, холодные тона добавят глубину создаваемому декору. В завершении колеровки второго цвета не забываем сделать недомес. Для этого я добавляю колер цвета морская волна и слегка размешиваю его. Как вы видите, у нас образуются темные разводы концентрированного колера в общей массе материала, окрашенного в синий цвет. И это то, что нам и нужно. Готово. Для получения третьего цвета использую каплю лимонного колера и колер в цвете морская волна, но его добавляю гораздо больше. Эти два красителя дадут нам насыщенный мятный цвет. Хорошо размешиваю их в венецианской штукатурке, чтобы лимонный в будущем не создавал на поверхности ярких желтых пятен. Завершаю колеровку этого цвета, делая недомес с колером морская волна. Третий цвет готов, и осталось сделать еще два. Они будут у нас светло-серыми. Добавляю в первый каплю черного колера и хорошо размешиваю. Эти два серых должны быть разными по оттенку. Первый, более холодный серый, делаю при помощи одного черного колера. А для получения более теплого серого оттенка применяю тот же черный и каплю оранжевого. В этих двух серых оттенках недомеса у нас не будет, поэтому просто хорошо их перемешиваю до получения однородного цвета. Подготовили все цвета и можно переходить к нанесению. Начинаем с самых темных. У меня это синий и зеленый. Одновременно набираю на шпатель оба этих цвета венецианской штукатурки. Вот таким образом. Много материала за раз брать не нужно. Готово. Затем вторым небольшим шпателем убираю материал широкого и возвращаю его обратно. Повторяю это 2-3 раза, чтобы получить финальный недомес, который будет создавать красивый узор во время нанесения. Плавным движением без отрыва шпателя от стены наношу венецианскую штукатурку в нужном мне направлении. Затем разворачиваю шпатель и разглаживаю нанесенный участок в противоположном направлении.
Собираю смешанный материал со шпателя и добавляю к этому среднему цвету еще немного синего и зеленого. Пока что применяем только их. Перед работой на стене обязательно сделайте несколько образцов, чтобы понять, какой узор дают разные недомесы. Заполняю следующий участок стены, нанося материал рядом с предыдущим элементом узора. Шпатель сильно к поверхности не прижимаю. Если остаются небольшие просветы, то ничего страшного. При обратном сглаживании эти места можно заполнить. В таком нанесении самое главное — это движение шпателем. Первым движением наносим сам недомес на выбранный участок поверхности, а вторым убираем излишки материала, тем самым открывая узор. При этом лишний материал снимаем не по направлению нанесенного недомеса, а в противоположном или перпендикулярном. Если в процессе создания рисунка вам какой-то участок не нравится, то можно добавить туда новый недомес. Например, вот этот участок мне кажется слишком светлым, поэтому перекрываю его. Таким образом мы можем затемнять, осветлять и исправлять не понравившийся узор от недомеса. При помощи самых темных цветов мы создали вот такой узор, который создает общее направление. Теперь можем постепенно вводить более светлые тона. К одному из первых цветов добавляю светло-зеленый. Таким образом, переход от темных цветов к более светлым будет плавным и менее контрастным. При таком подходе общий узор получится целостным и не слишком пестрым. Новый цвет наношу по контуру предыдущего участка, не боясь сделать нахлест или мелкие пропуски. Главное продлить линию настолько, насколько это позволяет количество материала на шпателе. Убирая излишки, открывается красивый рисунок разводов и плавных переходов от колера и разноцветной венецианской штукатурки. Во время работы нужно следить за чистотой инструмента. Если на нем образуются мелкие крупицы подсохшей венецианки, их нужно сразу убирать влажной тряпочкой, иначе они могут попасть в сам недомес и испортить узор. Плюс подсохший материал, налипший на шпатель, не позволяет наносить ровный гладкий слой. Будут образовываться глубокие царапины, мешая работе и портя получающийся рисунок. Создавая этот узор, я хочу, чтобы у него получился более темный центр. Поэтому светло-зеленый недомес я нанесла по всей правой стороне и частично по низу левой. Теперь переходим к серым тонам. Добавляем их в общий узор через предыдущий мятный оттенок. Если же вы хотите получить более резкие цветовые переходы, просто не добавляйте предыдущий цвет в недомес, а сразу используйте новый. В дальнейшем эти места, где получится резкий переход цвета, можно будет укрыть поталью, и переход будет через золото или через тот цвет потали, который вы выберете. Продолжая наносить материал, постепенно добавляя новые элементы основного узора. В такой работе лучше не экспериментировать на стене, а заранее составить план и следовать ему. Либо придумать свой узор, либо найти рисунок в интернете, распечатать его и использовать как ориентир. Закончив с темными участками декора, перехожу к светлым. Беру белую венецианскую штукатурку и добавляю к ней немного мятной. Применение недомеса с белой и цветной штукатуркой позволяет получить более контрастные заметные элементы. Плюс белый цвет будет смотреться еще ярче из-за того, что у нас белая основа. Наношу точно так же. Сначала может показаться, что смесь выглядит слишком однородной, но это только до тех пор, пока мы не снимем ее шпателем в обратном направлении. После этого раскрывается весь эффект недомеса, создавая уникальный и нежный рисунок. Теперь перехожу к заполнению остального пространства. Для этого я наношу на шпатель оба серых оттенка и добавляю к ним белую штукатурку в большем количестве. В такой технике удобнее работать акриловой венецианской штукатуркой, так как она после высыхания не сильно светлеет. Известковая при высыхании насыщенность теряет гораздо заметней, и эту особенность обязательно нужно учитывать при работе с ней. Иначе декор получится слишком блеклым, с яркими вкраплениями чистого колера. Примерно то же самое будет при использовании обычной шпаклевки в такой технике. Нанесла этот серый недомес и открываю рисунок движением шпателя в обратном направлении. Посмотрите, какой дымчатый красивый эффект получается. За счет применения этих цветов в заполнении белого пространства светлыми плавными переходами и нежными узорами мы не только добавим в общую композицию глубину и объем, но и снизим акцент центрального яркого элемента. На чисто белой венецианской штукатурке он забирает на себя все внимание, слишком сильно выделяясь.
Закончили с созданием рисунка и оставляем венецианскую штукатурку до полного высыхания. После этого можно приступить к шлифовке. Начинаю с 500 зерна и далее двигаюсь на уменьшение. Все номера используемых абразивов будут внизу экрана. Теперь наносим клей для потали. Для этого буду использовать кисть и губку. Клей у меня на водной основе и не имеет цветового индикатора. Соответственно, после высыхания он становится полностью прозрачным. Поэтому нужно наносить его небольшими участками и запоминать их, чтобы потом именно туда и клеить поталь. Если клей растушевывать губкой, то мы получим тонкий слой, который быстро высохнет, и клеить поталь можно будет минут через 5. Нанесли клей на небольшой участок и сразу приклеиваем поталь. Можно это делать, прислоняя лист к клею целиком, а можно, как я, сперва разорвать и немного смять его пальцами и уже в таком виде клеить. Этот способ сделает золотой рисунок объемней, и он будет иметь более рваный край. Легкими прикосновениями к поверхности я переношу поталь, и мы сразу видим, как появляется золотой рисунок. Ничего сложного тут нет. Главное не забыть, где мы наносили клей. Плюс, во время приклеивания золота мы можем скрыть мелкие недочеты и места, которые нам не нравятся, просто добавив туда поталь. Это очень удобно и помогает получить красивый результат. Например, вот здесь у меня осталась пара заметных белых пятен на темных участках, которые легко можно скрыть при помощи потали. Я выбрала яркое золото, так как оно хорошо сочетается с синими и зелеными тонами. Если бы я делала узор из венецианской штукатурки в серых тонах, я бы применяла поталь в цвете хром. Думаю, что такое сочетание смотрелось бы хорошо. Вообще, она продается в разных цветах, и можно подобрать вариант практически под любую задачу. Есть даже красные, синие, черные и зеленые варианты. Плюс золотистые и серебристые потали продаются в разных оттенках. Как говорится, на любой вкус и цвет. Если наносить поталь, не сминая ее, а прикладывая листик целиком, то мы получим более гладкий зеркальный эффект золота. Если делать как я, то золото выглядит неоднородным и получается эффект мелкой фактуры. Свет от нее отражается неравномерно и кажется, что это какие-то блестки или мелкий песочек. На образцах можете попробовать оба варианта и выбрать, какой вам больше нравится. Закончили с поталью, и теперь можно нанести воск для венецианской штукатурки. Делать я это буду шпателем. Набираю на него немного материала и наношу на поверхность как можно более тонким слоем. Чуть намазала и сразу снимаю плоскостью шпателя. Ничего сложного нет. Там, где воск уже нанесен, венецианская штукатурка теряет блеск. После полировки он вернется. Если венецианская штукатурка гладко нанесена и уже имеет хороший глянец, воск может его немного усилить. Плюс он создаст защитный слой от влаги и впитывания грязи. Это поможет продлить срок службы такого декора стен. Вообще он может быть более 20 лет, но тут, конечно, нужно учитывать эксплуатационные нагрузки. После того, как воск нанесен и уже высох, нужно его заполировать. Это можно сделать вручную мягкой тканью или при помощи полировальной машины с меховой насадкой. Смотрится декор замечательно и очень необычно. Эта техника нанесения венецианской штукатурки позволяет создать действительно уникальный декор. Без внимания он точно не останется. И самое главное, что второго такого точно ни у кого не будет. Мне нравится и сочетание самих цветов узора, и то, как в общей композиции смотрится золотая поталь. Декоративная штукатурка при этом достаточно светлая и не будет затемнять помещение, что для многих очень важно при выборе декора стен. В похожем стиле сейчас делают интерьерные картины, и вы можете взять за пример одну из понравившихся. Фотографий в интернете очень много на эту тему, и каждый может в них найти что-то полезное для создания уникального декора стен в своем доме. Ну и на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!